Здравствуйте, это компания Vivo Telecom, и мы сегодня будем анализировать радиостанцию от Vauksun KG-UV2Q, она называется. Эта станция очень похожа на KG-UV9D+, но заявлена у нее большая мощность, то есть до 10 Вт в нижнем диапазоне, то есть двухметровом. По диапазонам частот принимаемым, по передающим, естественно, все одинаково. Также на коробке указана классическая схема, что у 9D+, точно супергетеродинная, что у этой у нас есть некоторые сомнения. Сейчас там, к сожалению, пломба стоит, поэтому за 16 тысяч станцию разбирать мы не будем, а по характеристикам все проверим. Если она будет близка по избирательности, по чувствительности, то, понятное дело, будет ясно, что это действительно супергетеродин. Просто нигде на официальном сайте и у поставщика не написано, какая схема приемника именно у данной станции. Да, вот эта картинка самой платы, да, с обеих сторон говорит о том нам, что супергетеродинная схема вроде как классическая, да, но явных подтверждений этому мы не нашли, поэтому придется через технические характеристики это узнать. Во всем остальном станции похожи. Сейчас мощность тогда замерим, комплектацию посмотрим. Там тоже есть, возможно, отличия по антенне. Одна удлиненная у девятки, а здесь антенка вторая не идет в комплекте. Вроде бы. Сейчас это выясним. Я еще сам станцию эту не открывал. То есть мы короткий ролик сняли, и сняли фотообзор, но подробно со станцией не знакомились. Вообще Vauksun, конечно, наплодил станций и аналоговых, и цифровых, и POC станций. Там, наверное, если посчитать модели, штук 50 точно наберется на их сайте. Но вот описание настолько скудное на каждую модель, я не понимаю, как вот потратить время, да, на разработку модели, на дизайн, на программное обеспечение, на комплектацию, там в итоге корпус, да, заказать, отлить новую форму, собрать схему, все равно какие-то должны быть отличия. Зачем такое огромное количество станций и так скудно их описывать в итоге? То есть покупаешь в итоге кота в мешке фактически, да, каждый раз. Ну, то есть описание кратенькое, буквально там на несколько строчек всего лишь. И это, причем многих китайских производителей касается. Например, тот же TYT мы возьмем, тоже зайти на их сайт. Про каждую станцию вообще некоторые есть вот картинка, да, и нет описания абсолютно, что за станция, что она может, по какой схеме построена, какие у нее характеристики. Ну, то есть как-то странно это все, но вот как есть. Поэтому давайте сейчас сами будем сравнивать девятку и KG-UV2Q, посмотрим отличия. У нас в лаборатории эта станция уже измерена, и есть обзор по ней, я дам ссылку на тот обзор. Все характеристики я вот переписал, и, соответственно, мы с вами сейчас по ним же пройдемся и посмотрим. Сразу скажу, что у той, что у другой станции проблемы какие. Они не принимают речные каналы, хотя приемник широкий, да, но речные каналы они не принимают. И если брать сатком, кто интересуется, там тоже до 250 МГц она принимает, дальше участок вырезан до 400, там, по-моему, или до 350 куска вот этого 250-350 нет. И она никак, похоже, не открывается на эти частоты, поэтому вот этот недостаток в этих станциях есть. Но зато у нее два независимых приемника, что у той, что у другой. Соответственно, она может работать как кросс-бенд репитер, данная станция, и принимать, соответственно, может две сразу частоты, независимо друг от друга. Поэтому вот в этом плюс. По управлению мне вот эти Vauksun с цветным дисплеем не очень нравятся. Ну, сейчас... Ну, конечно, у каждого свой вкус, но вот мне интерфейс этих станций совсем какой-то он слишком цветной, слишком китайский, мне он не нравится. Ну все, начинаем тогда проверять характеристики, но начнем сначала с комплектации. Так, давайте начнем тогда с упаковки радиостанций. Поставляются они обе вот в таких белых картонных коробках. Изображение платы с двух сторон есть, причем оно одинаково, да. У 9D Plus есть название большими буквами, у KG-UV2
Q здесь зачем-то оставили пустое место, и модель написана только в итоге на наклейке. Так, смотрим, давайте сначала комплектацию тогда у КГ-УВ 2+, освежим в памяти все. Инструкция. Зарядный стакан с входом на 12-вольтовое питание, что хорошо. Ремешок на руку, 2 винтика для крепления скобы поясной, антенна сантиметров 22, наверное, она по длине. Сетевой адаптер, антенна короткая в комплекте. Так, сам прием-передатчик девятки и аккумуляторная батарея. У нас она идет стандартно, мы ее уже проверяли, емкость соответствует у Вауксун, 2000 мАч у данной станции батарея. Так, под ложементом ничего нет. Иногда там бывает в некоторых станциях сетевой кабель отдельно еще, но здесь адаптер уже с кабелем идет. Так, теперь смотрим КГ-УВ 2Q. Инструкция несколько отличается. Длинная антенна, такая же, похожа, как у девятки, но мы потом замерим ее параметры в любом случае. Так, клипса также похожа, с металлическим основанием. Ремешок на руку. Зарядка также на входе 12-вольтовое питание, никаких дополнительных входов у нее нет. Так, ток, кстати, давайте посмотрим. 450 мА потребляет, то есть заряжаться батарея будет достаточно долго. Так, сетевой адаптер также с евро розеткой. Так, приема-передатчик. Сейчас мы их сравним. Восьмерка. И идет аккумулятор. Но аккумулятор здесь, обратите внимание, емкость больше у него, на 3200 мАч. И это хорошо, потому что станция достаточно много потребляет. Все, внизу ничего нет. То есть разница в следующем. Батарея больше емкости, но нет короткой антенны. Антенна только одна, вот такая удлиненная. Давайте мы их сразу сравним. Главное не перепутать. Ну да, отличия у нее по физическим размерам нет, но изготовлены они чуть по-другому. Так, 400, 520, 136, 174. По диапазонам они одинаково указаны, но это сравним. Все, тогда переходим к конструкции. Так, конструкция станции. Значит, смотрите, я сразу проверил. Батарею подходит ли большей емкости КГ-УВ 9D+. Подходит батареи, то есть по контактам и по креплению они одинаково. То есть вот она снимается, смотрите. Батареи один в один. Ну, естественно, больше емкости, она просто толще по размерам. По контактам все одинаково. Так, смотрим теперь сами приемы-передатчики. Но вырезы динамика здесь по-другому сделаны. Все остальное, в принципе, ну, сами формы кнопок другие. Все остальное получается фактически одно и то же. Расположение микрофонов одинаково. Кнопки все с функциями теми же самыми. Здесь расположение по выбору бендов и слежением за двумя частотами все такое же. Все один в один. Так, теперь по поводу кнопок. То же самое все сверху. Опять изменений я никаких не вижу. Аксессуарный разъем, естественно, от Kenwood, тоже одинаков. Ну и снизу, естественно, контакты тоже одинаково. Ну, то есть по конструктиву от девятки я отличий у КГ-УВ 2Q
не наблюдаю. Ну, чуть, то есть, дизайна не поменяли. Я вот и говорю, вот таких станций подобных этой, да, единственное, на супергетеродине не так много, а на прямом преобразовании, ну, там штук, ну, 10 мы точно наберем у них на сайте. Примерно с одинаковыми характеристиками. Так, ну все, переходим тогда к управлению. Я еще взвешу тогда девятка с маленьким аккумулятором на 2000. 244 грамма. КГ-УВ-2Q с большим аккумулятором 279 грамм. Без антенны Eclipse. Так, теперь смотрим включение. Давайте я сразу запущу тогда на двух станциях. Сразу посмотрим скорость загрузки. Тут вольтаж батареи показывается здесь. Но тут, возможно, можно через меню поменять. Мы никакие заводские установки, сразу скажу, не меняли. То есть, как они идут с завода, так они и идут. Так, подсветка отключается секунд через 5. По поводу... Давайте я, наверное, антенны сразу поставлю, потому что не знаю, что там на кнопках назначено. Возможно, какой-нибудь вызов будет, чтобы передатчик... не рисковать, на передачу его не включать. Прикрутим сразу антенны. Так, смотрим по поводу кнопок. Девятка. Да, вот как раз она передает, это вторая кнопка передачи на втором канале, она передает, на передачу ставит. Здесь то же самое. Так, нижняя кнопка под кнопкой передачи, которая включает приемник. Здесь на двойке, на девятке также включает приемник. И сразу его автоматом сканирует, начинает искать активный канал. Так, нижняя кнопка открывает шумодав. Здесь то же самое. Тональность, кстати, немного отличается динамиков. Уже слышно. Так. Теперь, ну то есть кнопки абсолютно одинаково настроены. По управлению верхняя ручка перестраивает частоты, крайняя регулирует громкость. Регулятор аналоговый, на дисплее никакого отображения по текущему уровню громкости нет. Так, ну меню я не знаю, ну давайте я тогда вам покажу, что тут есть. 61 пункт меню. Здесь. Да, то же самое. Ну давайте я вот одновременно и пойду. Вы все равно на экране видите. Давайте я сейчас тогда буду перемещаться. Вы все настройки посмотрите. Ну, то есть абсолютно все то же самое, один в один. Каждый пункт совпадает. Так, ну-ка, сейф, режим сохранения энергии стоит на единичке, так его и оставим. Так, дальше шаг сетки. Давайте я вам покажу. 100 кГц у него, у этой станции максимальное значение. 6,25, естественно, сетка есть. Так, что тут еще нам интересное может быть? Ну, в общем, на девятку есть обзор, поэтому здесь мы на меню тогда останавливаться не будем, чтобы время не тратить. Сейчас перейдем тогда к измерению сразу мощности выходной. Здесь мощность высокая стоит на том и на другом канале. Сейчас на этих частотах на 145 и на 434, как проверяли мы девятку, также и эту станцию проверим на той же самой мощности. Так, а вот вольтаж был, да, давайте я еще раз зайду. 7,8, ну то есть почти аккумулятор полностью заряжен, поэтому сейчас проверим мощность.
Так, ну давайте проверять выходную мощность. Сначала на 434, мощность высокая стоит. Так, включаем прибор. Всю шкалу я сделал 10 Вт. Цифры снизу, риски наверху. Но у данного прибора. Смотрим тогда высокая мощность 434. Так, 6 Вт ровно. Теперь 145, также высокая мощность. Смотрим. Ну, здесь 8,2 Вт. Ну, то есть мощность действительно побольше у нее, чем у... Так, начинаем изучать потребление. Тогда, как обычно у ауксунов бывают потребление даже в выключенном состоянии. Вот такой у них недостаток у этих станций. Сейчас проверим. У девятки тоже такое было. Подаем 7,4 вольта. Смотрим на потребление. Станция выключена. Так, давайте я range авто сделаю. Ну да, есть такой недостаток и здесь. То есть она потребляет в выключенном состоянии 1,6 миллиампера. Это достаточно прилично. Так, 1,6 миллиампера. Поэтому, если вы будете где-то надолго станцию оставлять, лучше аккумулятор тогда вообще снимайте, иначе она вам глубоко его разрядит в итоге. Станция. Так, теперь включаем питание, смотрим, сколько она потребляет. При включении, вот включенный дисплей, 170 миллиампер. Было так, до сих пор дисплей включен. Сейчас посмотрим, когда вот она его выключила, 50 миллиампер теперь потребление. Так, сейчас режим сохранения энергии включится и будем измерять тогда на дежурном режиме, тогда сколько она потребляет. Но он уже, в общем-то, включился, видите, 103 она потребляет, когда приемник включает, и, то есть 1 к 1, да, получается, видите, время как раз интервалы примерно одинаковые, то есть 103 она или 102 потребляет во время отключения приемника, и 50 примерно она потребляет, когда приемник выключен. Так, теперь по поводу частот. Идет слежение за двумя частотами, то есть TDR функция включена. Посмотрим сначала на этом режиме, сколько она потребляет. Замерим. 60 сэмплов ждем тогда. Ну, в общем-то, ждать уже немного, 42 сэмпла уже прошло. Так, дежурный режим. Заодно давайте посмотрим, сколько девятка потребляла. 67 миллиампер у нее было. Я вот, к сожалению, когда измеряли, не записал. Это 2 канала было включено или 1. Ну, сейчас посмотрим на этой станции. И так, и так. Ну вот смотрите, 70 сэмплов прошло, 68 потребления. Ну, то есть, да, одно и то же фактически потребление. Я думаю, что приемопередатчик фактически здесь один и тот же. Единственное, стоят более мощные выходные транзисторы, поэтому мощность выходная побольше. В остальном, скорее всего, станция абсолютно такая же. Так, ну, в общем, 68 TDR включено. Так, теперь я отключаю тогда слежение за двумя каналами. Смотрим, сколько она будет потреблять, когда слежение идет только за одним каналом. Так, дисплей выключился. Сбрасываем статистику, и я снова жду тогда 60 сэмплов. Но чуть она, да, поменьше здесь потребляет. Видите, до 45 падает потребление и 68 на максимуме. То есть здесь можно будет сэкономить, если будете работать с одним каналом. Ну, то есть так и должно быть. Мы Zastone недавно проверяли, UV008, у него все наоборот. Получилось при слежении за двумя каналами почему-то потребление меньше, чем за одним. Здесь все по классике, да, раз один канал отслеживается, потребление у него меньше. В этом режиме.
у приема передатчика. Так. Ну, смотрите, закончили мы 60 сэмплов. Да, потребление ниже, причем достаточно существенно. 53 миллиампера TDR off. Так, теперь включаем станцию на полную громкость. Я 434 тогда сейчас включу. Ставлю на полную громкость регулятор. И смотрим, как она будет у нас принимать на полной громкости. Сейчас я антенну подключу. Принимаем на радиостанцию Волоксун КГ УВ2Q 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, потребление 193 миллиампера составило у нас на максимальной громкости. Так, теперь смотрим, сколько станция потребляет на передачу на высокой мощности. Так. Две целых 376 тысячных ампера. Так, ну и емкость мы батареи не проверяли, потому что проверяли девятки, все совпало, даже чуть больше, там на 5 мАч была емкость, поэтому здесь будем использовать 3200 мА, как заявлено. Так, давайте тогда замерим, сколько станция будет работать по времени в цикле 5-5-90, 5% время передачи, 5 приема на полной громкости и 90% дежурный режим. В итоге, если слежение за двумя каналами включено, то мы получаем 43,1 часа. Если же будет слежение только за одним каналом, то есть активный будет один канал, да, тогда мы получим существенно больше, 55,1 часа. Ну, имейте это в виду, то есть, если хотите сэкономить, то используйте только одну активную частоту лучше. Так, давайте тогда проверим сначала модуляцию в авиадиапазоне. Как видите, на дисплее отображается АМ, 120 МГц частота. По поводу шумодава, смотрите, я включил его на двойку, потому что если включить единичку, то он уже постоянно начинает открывать шумодав от помехи. Поэтому давайте поставим на 2 тогда. Но можно вообще открыть, конечно, если хотите. Давайте, ладно, начнем тогда с открытого полностью. Давайте измерим на таком режиме. Так, увеличиваем амплитуду, включаем модуляцию, включаем высокочастотный сигнал. Слышнее, наверное, будет 1000 Гц, я просто подал звуковую частоту. Ну, минус 125 dBm. Так, теперь частота также 120, но шумоподавитель я поставил на двойку. Смотрим, на каком уровне откроется. Так. Открывается, уже явно слышен полезный сигнал на минус 127. Это SQL двойка, я напоминаю.
Так, у нас до 9 получается самый предел, то есть 9 единиц. Давайте я поставлю на пятерку, да? Ну да, минус 127, она даже на пятерке открывает шумодав. Поэтому так и оставим. Минус 127. Так, теперь на 145 и уже будет модуляция, естественно, частотная. 145. Так, модуляция у нас теперь отключаем, включаем частотку. Так, частота у нас будет 145 ровно. Так, все включено, здесь 145. Так, давайте я шумоподавитель тогда опять поставлю на двойку. Да, он сразу открывается. Давайте даже вот на троечку, да, на минимальный уровень. Тройка. Смотрим амплитуду. Так. Минус 129, 128. У девятки, кстати, также было. Минус 129 у нас и в таблицу занесено. Давайте здесь тогда минус 129, SQL равно 3. Так, 434 теперь. Так, 434 мегагерца, смотрим. Ну, то же самое, ну, минус 128 я также запишу. Так, теперь избирательность, да? Отстраиваемся на 10 кГц с минус 128. Увеличиваем амплитуду, смотрим, на скольки приемник откроется. На тройке стоит шумодав. Так, и частота 434. Так, амплитуда. — 39 единиц было у девятки. Ну вот он, да. На 82 он уже начинает принимать помеху. Ну вот, на 80 он уже открыл ее. Да, ну то есть 82, да, 18 и там 128. 40 единиц. 40 единиц. Ну, то есть абсолютно она себя также ведет по избирательности, по чувствительности, как и КГ УВ-9D+. Все то же самое. Ну, давайте теперь проверим громкость динамика и зафиксируем тогда максимальное его значение. Ну и заодно проверим тогда, как радиостанция работает на прием. Смотрим. Принимаем на радиостанцию КГ УВ-2Q 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Передаем с КГ УВ-9D+. Давайте для демонстрации я теперь еще попередаю с КГ УВ-2Q на радиостанцию КГ УВ-9D+. Послушайте отличие на прием. На радиостанцию КГ УВ-9D+. Передаем с радиостанции КГ УВ-2Q 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Давайте еще попередаем теперь с радиостанции КГ УВ-2Q на радиостанцию с хорошим динамиком ICOM IC-T70A. Послушайте, как звучит модуляция. Передаем с радиостанции Вауксун КГ УВ-2Q 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Аналоговый режим. Так, проверяем штатную антенну от КГ УВ-2Q.
Смотрите, у нас на девятку было минимальное КСВ 1,22 на частоте 148-350. Здесь у нас получается КСВ чуть лучше, то есть антенна-то действительно отличается. И как раз, смотрите, попадает на любительский диапазон 144-500 минимальное КСВ и 1,11, 55 сопротивления. Так, смотрим теперь в верхнем диапазоне. Вот в 400 она вполне рабочая, конечно, антенна. От 4, правда, начинается в начале диапазона, то есть 400-470. Я, кстати, большие графики на сайте приведу для данной станции. Так, у нас на девятку был минимальный КСВ 2,4 на 450 МГц ровно. Так, здесь смотрим. Здесь, во-первых, пологий график достаточно, но минимальное значение где-то у нас, ну вот на 444, оно примерно идет одинаково и на частоты ПМР. Так, смотрим. 2,3 на 446-375. Ну, то есть в верхнем диапазоне антенна фактически такая же. Так, ну что, давайте подведем итоги тогда по КГУВ-2Q. Ну, в общем, как я и ожидал, даже я не особо-то хотел, честно сказать, делать обзор на эту станцию, потому что, ну, станции очень похожи. Почти по потреблению, да, они в основном потребляет она также, но аккумулятор большей емкости, поэтому время работы у нее существенно выше. Да, 43,1 с двумя каналами, 55,1 часа в цикле 5590 с одним каналом. Здесь же было 27,4 с двумя каналами у КГУВ-2Q. То есть, ну, если хотите, чтобы станция работала по дольше, то выбирайте все-таки КГУВ-2Q. Мощность тоже внизу диапазона у нее повыше 8,2, а у девятки было ровно 5 в верхнем и 5,6 было в нижнем. Здесь же 5 также в верхнем и 8,2 в нижнем. То есть, если хотите получить большую мощность на двухметровом диапазоне, то тоже эта станция предпочтительней. Антенка штатная все-таки чуть отличается. Она не очень эффективно работает вверху, но как раз настроена на любительский двухметровый диапазон внизу. Соответственно, почти идеально. 1,1 единицы КСВ. Теперь по поводу недостатков данной станции КГУВ-2Q. Потребление все-таки в выключенном состоянии они так и не поправили. 1,6 мА она по-прежнему потребляет, поэтому будьте с ней аккуратны, когда оставляете ее с одетым аккумулятором, то у нас могут быть проблемы с глубоким разрядом батареи. Далее, интерфейс, естественно, он абсолютно такой же, как и у девятки, и он нам не очень нравится, поэтому тоже поставим его в недостатки. Ну, это такой несущественный недостаток. Дальше, по поводу преимуществ, если сравнивать ее с девяткой, больше время работы, выше мощность, все, больше отличий я никаких не вижу. Единственное, что антенна там короткая еще в комплекте была, но я думаю, все равно вы будете использовать в любом случае вот эту, поэтому тут разница в цене сейчас на данный момент не очень большая, поэтому я бы, наверное, остановил выбор все-таки тогда на новой модели. Все-таки аккумулятор здесь побольше, и это узкое место у данных станций, они потребляют относительно много, поэтому именно изменение этого параметра в лучшую сторону существенно влияет на сравнение, да, поэтому я бы выбрал новую модель КГУВ-2Q. Все, на этом тогда закончим. У кого вопросы есть по данной станции, задавайте в комментариях их. Подписывайтесь на канал. Это Viva Telecom. Всего вам доброго. До свидания.